молоточком 38 сантиметров площадь. Наложим сначала росточек. Я хочу сделать без ниточки. Упрощенный вариант. Отлично. Нет, я сразу вытираю, потому что чтобы не засыхал. Вот у меня уровень 80 сантиметров. Следующий отсекаем. И начинаем ложить. Труба. Да, труба. Перелаз, Дмитрий. Здесь будет у нас провод электрический, еще трубка для электрического провода. Поэтому оставляем место. Камень, конечно, не очень хорошо обработанный. Но обрабатывал, конечно, не я его, но немножко подправим. Где это нужно, чтобы хоть как-то смотрелся. Камень немножко жестковатый попался, поэтому берем и молоточек, то есть практически это сфери, немножко с тупым носиком, для того, чтобы выстукивать в камушке нужный результат. Вот. Сейчас посмотрим, куда его лучше поставить. Отмеряем здесь 18. Немножко меньше, но ничего страшного, если меньше. Меньше даже лучше, потому что не надо слишком высоко поднимать ноги. Поэтому то, что он сейчас у меня, скажем так, 17, это хорошо. Плюс к тому, здесь у нас линия, поэтому мы берем уровень и смотрим, приблизительно смотрим здесь, отлично, здесь, то есть он должен быть как бы склон, чтобы вода стекала. Вот у нас склончик есть, немножко мы можем подключать, если это нам нужно, даже немножко здесь приподнять. Вот.
Вот так где-то приблизительно. Теперь мы смотрим сюда. Хочу заметить, что когда мы ложим этот камень первый, мы уже его проверяем, то есть приблизительно, чтобы он был ровно, куда он выходит, вот по этой линии смотрим. Поэтому мы его немножко вот так поворачиваем. И вот сейчас он более-менее, то есть камень сам неровный, но приблизительно мы можем определить. Отлично. Ну, потом начинаем ложить следующий камушек. То есть камушек должен стать так, чтобы вот приблизительно вот такой, чтобы перевязался, вот перевязка была, чтобы как гладкий камень на камень. Вот. И потом как бы немножко больше. То есть что мы для этого делаем? Я думаю, что вот это такой приблизительный камушек, который должен стать хорошо вот здесь. И мы его сейчас постараемся поставить. Вот я беру этот камушек. Вот. Обратите внимание, вот этот камушек перевязывает. И сюда сейчас я подберу маленький. Теперь что нам нужно сделать? Посмотреть, чтобы они были вот так ровно. Видите? То есть нам нужно его ударить и тут поднять. Но самое лучшее, это знать, сколько здесь. Я думаю, что его нужно ударять. Поэтому сколько можно, его нужно ударять. И потом уже от этого отталкиваться. Он у меня сел насколько это возможно. А может даже, если возможно, и больше. Нет, больше не нужно. Теперь мы смотрим вот так. Пробуем еще его посадить немножечко в эту сторону. Если не сядет, значит будем поднимать. Вот. Это немножко нужно поднять. Теперь мы смотрим вот так. Вот, обратите внимание, как идеально смотрится. Но я этот еще подниму, и все будет классно. Хотя, как сказать, результат здесь он как бы полукругом идет камушек. Но если смотреть посередине ровный результат. Но я больше всего склонюсь к тому, что я еще один камушек поставлю, а потом уже оттолкнусь от того, что есть. Чисто визуально, как будет смотреться. И потом уже можно делать результаты. Поехали. Сейчас я должен найти сюда камушек. Как мне его найти? Приблизительно я просто измеряю. Вот мы его поставили с камушек. Эти все камушки, одним словом. Теперь еще разок мы посмотрим, как это все выглядит. Поправляем. Вот. Что касается уровня, я тоже здесь соглашусь совсем. Но самое лучшее, это когда сам обрабатываешь камни. Здесь я не сам обрабатывал, здесь другой человек обрабатывал, другой мастер. Но самое лучшее, когда сам обрабатываешь углы. Вот эти ступеньки. Тогда ты уже знаешь четко, куда у тебя ляжет камень. Куда какой положить. Поэтому, что я еще хочу здесь заметить. Вот здесь, когда убираем растворчик. Вот мы убрали растворчик. И теперь мы видим картинку.
картинку, где-то что-то взять вот такие камушки, то есть подставить где-то, где он нужен, где он действительно нужен. Вот. Где-то будет смотреться хорошо. На самом деле здесь я не хочу ничего рисовать, потому что как бы нормально. Вот. А лишнее тоже не должно быть. При этом, если вот эта работа завершена, мы теперь приступаем к забутовке. Забутовываем вот таким образом. Сейчас, на минутку. Вот, забутовываем именно так, чтобы бетон, раствор или чем вы там будете бутовать, твердо становился камнями, для того, чтобы уже этот раствор держал два камня. Я вот их сейчас поставлю и сразу могу становиться, потому что работа произведена правильно. Вот если есть вот такие зазоры, сюда лучше всего ставить какой-либо камушек, вот типа наподобие такого. Оно потом будет смотреться хорошо. Вот мы его поставим, этот камушек. Вот, обратите внимание. Еще раз обратите внимание, что я не зацикливаюсь, какой камушек ставить. Иногда нужно ставить то, что есть под руками, да, немножко подработать его, и все. И он ложится всегда на свое место. Мы произвели забутовку. Здесь мы, конечно, не забутовываем. Здесь будет еще провод идти. Но после этого места даже немножко почистили. Теперь мы уберем платформу для того, чтобы нам сделать 38 сантиметров. Сделать ступеньку, то есть мы немножко уберем для того, чтобы нам положить побольше раствора. Вот так, я думаю, нормально. Побольше. И все. Теперь нам нужно найти камушек, который нам положить в середину. То есть практически их обработанных нету, как я вот смотрю. Вот, но ничего, там, по-моему, внизу что-то есть. Я сейчас постараюсь принести, сделать все как нужно. То есть мне нужно поставить сейчас камушки, то есть я сделаю заметку. Очень важно, чтобы камни ложились, перекрывая сам угол. Это как в шахматном порядке. Вот, приблизительно его положу так. Но сейчас мы в этом деле еще разберемся. Посмотрю все, что у меня есть. Круто. Хотя вот смотрите, как у меня он хорошо ложится. Я его, наверное, так и поставлю. А там уже перекрою.
здесь. Я даже нарушу вот эти принципы, которые, хотя может даже, нет, пускай так стоит. Ну вот посмотрим сейчас, что мы поставим на эту сторону. Вот этот, наверное, сюда станет. Мне нравится, как он будет стоять. Потом здесь еще маленький. Ну и там уже потом. Даже здесь. Короче, ложим раствор. Вот. Обязательно так, чтобы его можно было подстукивать. Потому что в каждой из щели попал раствор. Ну, естественно, обязательно мы смотрим, чтобы был уклон. Уклон для воды. И так смотрим вот на все края. То есть, чтобы был хороший уклончик для воды. Сюда мы, конечно, положим вот такой камушек. Я его немножко обработаю. Таким образом. Такой у меня молоточек. Вот сейчас все разлетелось. Что поделаешь? Вот возьмем другой камушек. И начинаем. Вот. Вот это как бы нормальный должен камушек стать хорошо. Поэтому ставим. Но ставим так, чтобы были зазоры. Зазор вот здесь, зазор здесь и здесь. Как бы здесь маленькие зазоры, но при этом это нормально пойдет. Ничего здесь страшного как бы в этом нет. Но еще лучше, когда еще меньше камушек. Я этот камушек оставлю. Скорее всего, я его забутую, укреплю, чтобы он хорошо стоял. Вот. То, что у меня много раствора попадает на камни, ничего страшного. Это я в конце рабочего дня зачищаю, и все будет очень хорошо. Теперь вот я еще один камушек нашел, такой плоскенький. Сейчас я его отопью, половину, чтобы он у меня хорошо стал. Очень важно, чтобы вот эти углы были сбиты. Вот, сбиваем. Камушек, конечно, крышится, но стоять он будет долго и хорошо. Только потому, что на этом острове нет морозов, он будет стоять. Вот. Немножко подкину растворчика, чтобы он твердо стал на свое место, чтобы его можно было взять молоточек и подбить. Вот таким образом. Все, он стал на свое место. Те размеры, которые мне нужно, я думаю, что я их получил. То есть мы сейчас посмотрим. Следующая ступенька станет 38 сантиметров. Вот. Вот так у нас будет следующий камушек. Я получил тот размер, который я хотел. Теперь я начинаю здесь забутовку. Ну, естественно, вот здесь все это нужно мне сделать забутовку. То есть обратите внимание, как я забутовываю. То есть в раствор я удавливаю камушки, для того, чтобы он тонул в растворе. То есть со всех сторон обтекаемость у него была. Ну и поехали к забутовке. Вот. Мы сейчас забутуем между камнями вот эти все щели. Для того, чтобы в конце рабочего дня мы могли
хорошо все это почистить. Раствор. Обратите внимание, какой у меня раствор. Я еще и еще раз буду показывать, какой у меня раствор. Вот такой раствор должен быть густой. Видите, но здесь как бы отсев в этом растворе, есть отсев. Ну, то есть это штучный песок, и песок очень крупный, поэтому очень хороший для вот таких работ. На будущее еще что я хочу сказать для будущих строителей, то есть по камню, или вообще кто-то может, вот допустим как на Украине, в России, там песок, допустим, привозят с карьер, то есть морской, как бы говорят, или то есть мелкий. Очень важно добавлять отсев в этот песок. Тогда работать будет легко и хорошо с камнем. Естественно, если вы хотите правильно ложить камень, нужен обязательно песок отсев, потому что это придаст эластичность и легкость вкладки камня. Вот, я с этой стороны даже ничего не буду делать сейчас, я просто становиться пока буду. Сейчас мы забутуем вот это, для того, чтобы я мог ставить следующий камушек. Поехали. Вот, какой у меня, это слишком большой, не вообще, здесь поменьше. Очень важно вот так пристукивать.